Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина WooCommerce на платформе WordPress в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, в Trello вы сможете создавать новые карточки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. Теперь необходимо выбрать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет вашего сайта на WordPress. Теперь переходим к настройкам плагина WooCommerce. Теперь нам необходимо перейти на вкладку «Дополнительно». Переходим в раздел «Перехватчики» и создаем новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете прописать произвольное имя, например, по названию системы, в которую планируете отправлять данные. Далее необходимо выставить статус «Активно». В поле «Топик» вам необходимо выбрать действие, при котором будут отправляться данные на указанный веб-хук. В поле «Топик» вам необходимо выбрать действие, при котором будут отправляться данные на указанный URL. В данном случае я хочу отправлять данные по всем новым заказам, поэтому я выбираю «Заказ создан». В поле URL доставки вам необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Версию API выбираем третью. После того, как необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить перехватчик». После сохранения в поле «Секрет» будет сгенерирован уникальный код. Оставьте его как есть, без изменений. После того, как вы сделали все настройки и сохранили перехватчик, вам необходимо перейти на ваш сайт и сгенерировать новый заказ, для того, чтобы этот заказ был отправлен в систему Apex Drive и отобразился на этапе тестовых данных. После того, как новый заказ создан, переходим в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите заказ, который мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка WooCommerce в качестве источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо выбрать действие. Если при каждом новом заказе вы хотите создавать новую карточку, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль в ваш аккаунт Trello.
Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразил в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать доску и список, в которых вы хотите создавать новые карточки. Далее вы увидите поля Trello для создания новой карточки. В эти поля вы можете назначить переменные из WooCommerce. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Trello успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!